Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео покажу, как сделать такую скалу, используя самые простые материалы. Мы подробно разберем каждый этап этой техники, плюс я вам объясню, как работать с цветом, чтобы у вас никогда не было проблем с колировкой краски и других декоративных материалов. Для начала создадим основной объем будущего камня. Для этого я буду использовать пенополистирол толщиной 5,3 см. Первым делом разрезаю его на небольшие фрагменты. Надрезы делаю грубыми и неровными, чтобы они имитировали естественную форму камней. Скалы имеют хаотичные изгибы и большие неровности, так что советую взять за образец фотографии настоящих скал. Это очень поможет в работе. Сделала второй надрез, и теперь можно обломать лист. Пенополистирол достаточно легко ломается, поэтому насквозь прорезать его не нужно. Первые детали готовы. Теперь беру одну из них и прикладываю к более тонкому листу пенополистирола. Ножом начинаю проводить как по шаблону. Делаю надрез по контуру первой детали. С одной стороны прорезала и точно так же делаю с другой. Это будет место стыковки двух листов разной толщины. Так, толстый можно отложить в сторонку. И теперь формирую неровные края у оставшегося тонкого листа. Благодаря использованию пенополистирола разной толщины скала получится очень рельефной и с хорошими перепадами глубины. Плюс этот материал очень легкий, что позволяет не перегружать общий вес создаваемой конструкции и не применять дополнительную систему крепежа листов к стене. Все это ускоряет работу и дает экономию на материалах. Прорезала и ломаю на части. Ничего сложного тут нет. Первые элементы готовы и можно приклеивать их на стену. Делать я это буду при помощи монтажной пены. Беру первый из них и наношу пену по контуру. При ее выборе лучше не экономить, так как на ней будет держаться вся конструкция. Используйте ту, которая имеет низкое вторичное расширение. Обязательно смачиваем пену водой и после этого сразу клеим первый фрагмент на стену. После увлажнения пена быстрее схватывается с поверхностью и ускоряется процесс ее отверждения. Таким образом, не нужно долго прижимать пенополистирол к стене или фиксировать его на саморезы. Да и работает вариант с саморезами только на гипсокартоне. Чтобы рельеф нашей будущей скалы был максимально объемный, всю стену пенополистиролом мы не заклеиваем, а обязательно оставляем пустые участки. Перехожу к приклеиванию следующих элементов. Ничего сложного на этом этапе нет. Нанесли пену, смочили ее, приклеили. Так постепенно заполняем всю поверхность. В итоге получается вот такая интересная картина. С пенополистиролом я полностью закончила. Где-то я его наклеила в 2 слоя, чтобы создать дополнительный объем. И сейчас заполняю крупные щели углубления при помощи монтажной пены. Перед этим не забываем смочить поверхность водой. На данном этапе вы можете создать дополнительную фактуру из самой пены, просто нанося ее на те участки, где в дальнейшем хотите получить больший объем. После отверждения обрезаете канцелярским ножом и тем самым формируете дополнительную фактуру камня. После того, как пена полностью затвердела, ее необходимо подрезать. Делаю я это тем же ножом, которым разрезала листы пенополистирола. Он отлично справляется с пеной. Стараюсь обрезать пену так, чтобы она продолжала плоскость тонкого листа и ровно стыковалась с 5-сантиметровым, без грубых перепадов. Для этого сперва аккуратно прорезаю пену вдоль торца толстого листа, а потом быстренько срываю ее. В процессе этой работы очень важно иметь острый нож, поэтому советую купить упаковку дополнительных лезвий. То, которое продавалось с этим ножом, было раза в 2 тупее, чем новое. Пену можно не везде срезать, а где-то из нее формировать дополнительную фактуру камня, как, к примеру, вот в этом месте. Тут продлеваю большую трещину, которая образовалась в месте стыковки 2 листов пенополистирола. Ее я не стала полностью запенивать, так как здесь можно получить очень интересный элемент скалы – грубое соединение 2 больших камней. С подрезкой пены закончили, и сейчас начинается один из самых важных этапов, который очень сильно влияет на финишный результат. Это формирование граней будущего камня. И чтобы нам было проще, сделаем разметку при помощи маркера. Провожу неровные линии по краям листов, вот таким образом. По этим линиям будет делаться дополнительная подрезка, и они очень сильно помогают заранее понять, что получится в итоге. Пока что листами пенополистирола сформирован лишь массив скалы, но сама фактура слишком однородная и гладкая. Если не считать 2 мелких фрагментов, у нас получилось всего 3 уровня плоскости. Плоскость основания, на которой приклеены детали. Второй уровень – это 3-сантиметровые листы. И третий –
из 5-сантиметровых. Этого недостаточно, чтобы получить эффект натуральных камней, поэтому нужно разнообразить перепады высот и сделать края более хаотичными и неровными. Сделала разметку граней и теперь начинаю прорезать пенополистирол по этим линиям. Сперва аккуратно прорезаю лист сверху по линии маркера, а после срезаю объем сбоку под небольшим наклоном. Так фактура камня будет смотреться намного интересней. Лишнее отрываем и немного зачищаем получившийся угол. Во время подрезки старайтесь повторять грубые грани натурального камня. Тут вам очень сильно могут помочь фотографии реальных скал. В этом уголке у меня сделана разметка, где нужно вырезать углубление. Я его заранее пометила штриховкой. Тут должна получиться небольшая наклонная лесенка, которая сделает широкий плоский участок более интересным. Готово. Срезаю следующий край листа. Сперва делаю надрез верхней части глубиной примерно в сантиметр, а потом начинаю понемножку убирать объем. Эта плоскость будет с перепадом высоты. Грань начинается у основания и постепенно становится толще. На этом этапе чем больше разнообразия, тем лучше. Делается все достаточно грубо. Тут не нужно стараться сформировать элементы рельефа меньше нескольких сантиметров. Это займет слишком много времени и только усложнит последующие этапы. Таким образом мы отрезаем все лишнее, чтобы наша стена была максимально похожа на камень. На этом участке я создаю переход 3-сантиметровой плоскости между двумя элементами скалы. Сперва делаю надрез верхней части и теперь аккуратно прорезаю с торца. Далее убираю боковой объем толщиной в 2 см. Получается, что этот край 5-сантиметрового пенополистирола превращается в 3-сантиметровый. И внизу образовался плавный переход плоскости от тонкого листа к краю толстого. Так общий массив скалы получается более однородный и единый. Материал очень легко режется, и можно не стараться убирать лишний объем за раз, а продвигаться в глубину, вырезая маленькие фрагменты. Это очень удобно и так даже быстрее. С этим этапом закончили, и у нас уже получилась вот такая интересная фактура, напоминающая камень. Теперь можем переходить к созданию армирующего слоя, и делать я его буду из цементного клея Isofix от компании Berghoff. Первым делом наливаю воду в чистую емкость. Для создания армирующего слоя делаю смесь пожиже из расчета 270 мл воды на 1 кг клея. Теперь засыпаю туда сухой материал. Isofix – это клей на цементной основе, который применяется для приклеивания пенополистирола, минваты и нанесения армирующего слоя. Он подходит как для внутренних, так и для наружных работ, создавая ударопрочный и паропроницаемый слой, так что идеально подойдет для нашей работы. Плюс материал обладает хорошей адгезией и эластичностью, что облегчает нанесение на сложную рельефную поверхность. Хорошо размешали клей и оставляем его минут на 5. Также нам потребуется армирующая сетка, которую я предварительно разрезала на куски 50 на 50 сантиметров. Их необходимо хорошо смять, чтобы было удобно наклеивать на рельефную поверхность. Теперь при помощи шпателя наношу клей толщиной в 5-6 мм. Стараюсь укрыть материалом практически всю поверхность. Очень ровно наносить его не нужно. Он разгладится во время приклеивания армирующей сетки. Видно, как хорошо клей прилипает к пенополистиролу и нигде не отваливается. В сравнении с цементной штукатуркой работать с ним намного удобней. Сложностей тут каких-либо не возникает. Материал необходимо наносить площадью чуть больше отрезанной сетки. Заполнила небольшой участок, теперь беру сетку и кисть с жестким ворсом. Аккуратно прикладываю сетку поверх клея и начинаю утапливать ее в глубину материала, чтобы она зафиксировалась. Можно делать это при помощи кисти, а можно использовать шпатель, кому как удобней. Хорошо прижимаем сетку в тех местах, где у нас есть углубление, чтобы она максимально повторяла рельеф пенополистирола и при этом полностью была покрыта клеем. Белой сетки торчать не должно. У нас уже что-то получается более-менее похожее на скалу, и от этого процесс становится только интересней. Сейчас переходим к заполнению следующего участка. Сохраняемость раствора в открытой таре не менее 90 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы заполнить достаточно большой участок поверхности, так что часто разводить клей не придется. Я сравнивала прочность армирующего слоя, сделанного из данного клея, и плиточного. Плиточный клей сетку совсем не держит. Если потянуть ее за край, то она легко вырывается вместе с застывшим клеем. Isofix же гораздо лучше себя ведет. Сетку держит надежно и не крошится при попытке ее вырвать.
Следующий отрезок сетки приклеиваем с нахлестом на предыдущий в 10 см и приглаживаем. За счет того, что мы наносим клей перед сеткой, она будет надежно зафиксирована в нем и не отслоится. Этот этап очень важен, так как нужно создать прочный армирующий слой, который придаст поверхности жесткость и ударопрочность, а также предотвратит появление трещин. Если где-то мешают края, то их можно легко подрезать при помощи ножниц. Делается все достаточно просто и быстро. Таким образом, при помощи изофикса и армирующей сетки перекрываю весь рельеф. После этого оставляем материал высыхать в течение 3 дней. С созданием объема мы закончили. Теперь можно переходить к одному из самых интересных и творческих этапов – проработке рельефа и добавлению мелких деталей. В работе буду использовать клей изофикс, которым делала армирующий слой. Для его нанесения потребуются кисти с жесткой синтетической щетиной, узкий шпатель или мастихин. Беру шпатель, набираю небольшое количество материала и приступаю к нанесению. Распределяю клей по всей поверхности, не стараясь делать это ровно. Наношу его толщиной до 8 мм, как на плоские участки фактуры, так и на торцы. Делать это шпателем шириной 4 см очень удобно. Единственные места, где нам нужно нанести материал ровно, это торцы камня. Наносим туда клей и снимаем излишки шпателем под небольшим углом. Таким образом мы с вами получаем ребристую грань, как у настоящего камня. Главный смысл этого слоя не только перекрыть рельеф сетки, где она еще видна, но и создать грубый объем с перепадом от 3 до 8 мм. Вот в таких местах, где неудобно работать шпателем, мы используем мастихин. Этот инструмент очень сильно помогает в таких случаях, когда нужно работать очень аккуратно и добраться в самые труднодоступные уголки фактуры. В такие моменты он просто незаменим. Таким образом, заполнила небольшой участок стены. Беру кисть с жесткой щетиной и распылитель с водой. Смачиваю поверхность и натыкивающими движениями убираю следы от шпателя. Таким образом, сырой материал практически не прилипает к кисти, и она оставляет после себя мелкую фактуру, очень похожую на поверхность камня. Плюс уходят все следы от шпателя, и острота рельефа сглаживается. Как мне кажется, это самый простой и эффективный способ получить качественную детализацию, которая очень сильно облегчает процесс покраски. Работая на большой стене, заполняйте поверхность постепенно. Нанесли шпателем 1,5-2 квадратных метра и сразу делаете проход кистью, пока клей не начал схватываться. Если работаете вдвоем, то лучше, чтобы один человек наносил, а второй работал кисточкой. Так будет гораздо быстрее. Закончила с кистью и перехожу к следующему участку. Набираю небольшое количество материала и продолжаю заполнять поверхность. Перед тем, как работать на объеме, обязательно сделайте несколько образцов. Это позволит поэкспериментировать с созданием фактуры. Поймете, как ведут себя материалы в работе и как сделать форму камней, которые нравятся именно вам. Плюс такой образец можно будет перекрашивать несколько раз, что позволит определиться с набором нужных цветов для получения необходимого результата. Когда будете работать на объеме, все эти навыки очень сильно пригодятся, и вы не столкнетесь с неожиданными сюрпризами. Закончила с нанесением этого слоя изофикса и оставляю его высыхать в течение 12 часов. Прошло 12 часов, клей почти высох, но еще поддается подрезке, поэтому это самое удобное время для того, чтобы сделать края камней более острыми. Беру обычный шпатель и начинаю подрезать. Убираю наплывы материала с торцов камня и сразу смахиваю срезанный материал, чтобы четко видеть, что получается. На этом этапе нам необходимо не только убрать грубые некрасивые наплывы, но и выделить отдельные небольшие камни. Делаю я их там, где толщина клея больше и он не успел сильно высохнуть. Эти места хорошо заметны тем, что они темнее. Лишний материал здесь достаточно легко снимается, поэтому работать нужно аккуратно, чтобы не срезать слишком много. С тем, как заострить грани, я думаю, все понятно. Теперь я покажу, как сделать трещины. Здесь мы работаем боковой частью шпателя или канцелярским ножом. Прорезаю клей вглубь на пару миллиметров. Линия должна быть достаточно ровной и проходить не только по верхней плоскости камней, но и стыковаться между этими участками через торцы. Завершить ее можно в теневом участке какого-то большого камня, как этот.
Чтобы трещина смотрелась естественней, добавляем несколько сколов по одному из ее краев. Так цвет будет подчеркивать эти места и придавать им естественный вид. Не забываем зачистить грубые следы от кисти, которые встречаются не только на лицевых участках фактуры, но и на торцах. А также делаем мелкие грани, которые присутствуют у натурального камня. Такие элементы будут очень хорошо смотреться и дополнять общую композицию. Если вы на этом этапе заметили участки, где не хватает фактуры, можно добавить ее при помощи клея. Главное на этом этапе не торопиться и перед покраской создать рельеф скалы, проработанный до мелочей, который хорошо смотрится как вблизи, так и издалека. Фактура полностью высохла, и теперь ее необходимо загрунтовать. Для этого буду применять Тиф-грунт от компании Berghaus. Это грунт глубокого проникновения для сухих и влажных помещений, который также подходит для внутренних и наружных работ. Открываю грунт и аккуратно переливаю его в небольшую емкость. Грунт буду наносить кисточкой. Набрали его, излишки обязательно отжимаем. Нужно нанести грунтовочный слой на всю поверхность, чтобы обеспылить и укрепить ее после этапа подрезки. Сложного тут ничего нет, и при этом сам процесс достаточно увлекательный. Это необычную стену подготавливать в покраске. Сами видите, как красиво грунт стекает вниз по фактуре, и появляется ощущение, что это настоящая скала. Набираю еще немного материала, отжимаю кисть, и смотрите, какая красота. Подтеки грунтовки, конечно же, мы убираем, но если где-то они останутся, то ничего страшного. После покраски на такой фактуре они будут незаметны. Нанесли грунт, и теперь даем ему высохнуть в течение часа. Перед покраской скалы я с вами поделюсь очень интересной и полезной информацией по колеровке на примере краски Fleur от компании Berghaus. Она выпускается в базе А и базе С. Сейчас наглядно покажу, в чем разница. На первый взгляд они абсолютно одинаковые, но это далеко не так. Набрала немного краски базы А и для наглядности делаю выкрас на темной поверхности. Она дает плотный белый цвет и может использоваться без колеровки, например, для покраски потолка. Рядышком нанесу базу С, которая ведет себя иначе. Она не укрывистая и более прозрачная, хотя в банке была белой. На темном фоне хорошо видна разница между базами, а после высыхания она станет еще более заметной. База А останется также белой, а база С станет более прозрачной, потому что в ней отсутствует белый пигмент. Поэтому ее используют для колеровки краски в яркие и темные цвета. С базами разобрались, теперь перейдем к колеровке. Для того, чтобы получить практически любой оттенок, нам необходимо иметь всего 6 цветов колоранта. Это 2 оттенка красного, алый и фуксия, синий, 2 оттенка желтых, желтый и ярко-желтый, и также черный. Если к этому набору добавить лаймовый или лимонный оттенок, то мы сможем получить даже яркие кислотные зеленые тона. Набираю по капельке каждого пигмента. Для наглядности смешивания цветов разделю их на 4 группы. Первая – алый, синий, фуксия. Вторая – алый, желтый, фуксия. Третья комбинация – это желтый, синий, ярко-желтый и отдельно черный. И теперь добавим краску в базе А и базе С. Тренировка, которую я вам сейчас покажу, помогает понять взаимодействие цветов между собой и их сочетаемость. Эти знания очень важны при колеровке не только красок, но и декоративных материалов, поэтому очень советую вам самостоятельно проделать то же самое. Для того, чтобы получить яркий фиолетовый цвет, я беру фуксию, синий и добавляю их в бесцветную краску, базу С. Видно, что при добавлении колорантов их цвет не осветляется и остается ярким. За счет того, что фуксия имеет холодный тон, мы получаем чистый фиолетовый цвет. Чтобы мы могли сравнить разные цвета между собой, делаю выкрас на белом флизелине. После высыхания краски она еще немного потемнеет. Обязательно учитывайте это при колеровке. Теперь добавим эти же колоранты в белую краску, в базу А. Как только мы начинаем перемешивать их, то сразу видим, как цвет осветляется и становится более блеклым. Цвет у меня пока уходит в синюю сторону, значит не хватает фуксии. Добавила ее и видно, как цвет становится фиолетовым. Для сравнения с предыдущим цветом делаю рядом с ним выкрас. Разница между базами становится сразу понятна. Теперь рассмотрим пример с алым колером, который в сравнении с фуксией имеет более теплый тон. Смешивая его с тем же синим, мы получаем не фиолетовый, а коричневый цвет. Это происходит из-за того, что алый, в отличие от фуксии, по цветовому кругу находится ближе к желтому спектру. А как мы знаем, желтый с синим дают зеленый. И эта зеленца уводит оттенок не в фиолетовый цвет, а более грязный, коричневый. Результат наглядно виден на выкрасе.
Добавляю эти же колеры в базу А. В нее можно добавлять не более 5% колера. Большее количество колоранта приведет к ухудшению ее характеристик. Снизится стойкость к мытью, увеличится блеск, и после высыхания она просто будет пачкаться. Поэтому для получения ярких и темных цветов создана база С. Получился светлый оттенок коричневого. Хорошо протираю кисть и перехожу к следующей колеровке. Беру фуксию с желтым и добавляю в базу С. Кстати, в нее вы можете добавлять до 10% колера. И этого количества достаточно, чтобы получить яркие и темные цвета без потери качества краски. При смешивании желтого и фуксии мы должны получить яркий коралловый цвет. Теперь сделаем ярко-оранжевый. Для этого добавляю в базу С желтый и алый. Хорошенько перемешиваю колоранты с краской и видим, как у нас получается теплый оранжевый цвет, прям как апельсинчик. То же самое проделываем с базой А и получаем два светлых цвета. Теплый розовый и очень приятный персиковый оттенок. Таким образом мы выяснили, что просто один оттенок красного в колеровке не работает. Нужно иметь их два с холодным и теплым подтоном. Следующее сочетание желтый и синий. Добавив их в базу С, получаем краску ярко-травянисто-зеленого цвета. Если добавить больше синего, чем желтого, то получим бирюзовый или изумрудный цвет. На финальный оттенок влияет не только набор колорантов, но и их пропорции. И такая тренировка помогает понять эти тонкости. Теперь смешиваю ярко-желтый и синий с базой С. Перемешиваем и видим, что получается теплый оливковый цвет. Из этого следует, что желтых колеров тоже должно быть два – холодный и теплый, а лучше еще иметь и третий – лимонный. При добавлении в синий он позволит получить яркие салатовые цвета. Добавив этих же колорантов в базу А, мы получаем еще два светлых оттенка зеленого. Теперь сделаем чисто черный цвет. Для этого достаточно добавить черный колер в базу С. Хорошо его перемешиваю и делаю выкрас. Сразу открою вам небольшой секрет. Если добавить в эту черную краску каплю синего, то будет цвет казаться еще чернее. Делаю выкрас и видим, что он воспринимается немного темнее. А если добавить черный колер в базу А, мы получим холодный серый цвет. Если вы понимаете, как взаимодействуют цвета при смешивании, то можно получить серый цвет без применения черного колоранта. Добавляю в базу А алый, желтый и синий. Синего должно быть побольше. Перемешиваю их и вижу, что цвет пока слишком голубой. Значит, нужно добавить еще больше алого и желтого. Сперва добавляю алый и смотрю, как изменяется цвет. При сложной колеровке нужно подмешивать цвета по чуть-чуть, чтобы не переборщить. Таким образом мы постепенно поймаем нужную пропорцию. Теперь добавлю каплю желтого. Уже видно, что цвет уходит в нужную сторону, но он темноват. Чтобы сделать его посветлее, добавляю белую краску и хорошо перемешиваю. Пока сложно понять, какой цвет получается, так как вокруг находится достаточно много других цветов, которые мешают восприятию. Поэтому делаю выкрас и смотрю, что получилось в сравнении с серым, который был сделан при помощи черного колоранта. И мы видим, что получили холодный серый цвет. Это очень хорошая тренировка, чтобы развить свое восприятие цвета. Теперь, чтобы сделать стык стены со скалой максимально аккуратным, проклеиваем его малярным скотчем и окрашиваем краской в цвете стены. У меня она черная, поэтому окрашиваю черной краской. Готово. Пока стык сохнет, заколируем краску флер в необходимый нам цвет. У меня здесь подготовлено пол-литра базы С. Добавляю туда черный колорант и хорошо его размешиваю. Как мы уже знаем, если в краску не добавлять другие колоранты, то она получится просто черной. Но я хочу получить темно-серо-зеленый цвет, поэтому добавляю желтый колер. Делаю это постепенно. Добавила порцию, перемешиваю и смотрю, нужен еще желтый цвет или уже достаточно. Так получаем необходимый оттенок. Вижу, что цвет меняется и становится болотно-зеленого оттенка. Чтобы сделать его немного холоднее, добавляю синий колорант и тщательно размешиваю. Нужный цвет я получила, но он немного темный, поэтому, чтобы его осветлить, я добавляю туда базу А. Сделать темную краску светлее можно двумя способами. При помощи белого колера или белой краски. Вариант с краской более эффективный, потому что ее можно добавлять в неограниченном количестве, и это не повлияет на ее свойства в худшую сторону. Начинаю окрашивать скалу при помощи кисти. Если у вас есть краскопульт, то можете использовать его. Поверхность скалы лучше окрашивать не квадратами, а по частям, как это делаю я. Наношу материал по направлению рельефа камня и поочередно обрабатываю каждый фрагмент скалы, переходя от одного элемента к другому.
Краска Fleur не густая, удобно наносится и при этом не течет. Мне нравится ее укрывистость и то, что при заполнении мелких углублений фактуры она не образует подтеков. Плюс краска при высыхании выравнивается и следов от кисти не остается. За счет этого мы можем получить эстетичный вид скалы, даже рассматривая ее вблизи. Таким образом, краска наносится в 2 слоя с межслойной сушкой в 1 час. Второй слой я нанесу за кадром. А пока подготовим дополнительные цвета. 3-4 оттенков будет вполне достаточно. Чтобы определиться с дополнительными оттенками, советую заранее сделать образец и на нем поэкспериментировать с подбором цветов. Например, можно взять фотографии натурального камня или поискать красивые камушки на природе. Важно увидеть поверхность камня именно вблизи. Он содержит много мелких крапинок и деталей разного цвета. Подобрав эти оттенки и нанеся краску на фактуру скалы в соответствующих пропорциях, можно получить очень интересные варианты. Подготовила необходимые цвета и начинаю с самого темного. Макаю в него кисть и хорошо ее обтираю об тряпочку, чтобы убрать излишки краски. После этого можно приступать к нанесению. После высыхания 2 слоев краски основной цвет скалы смотрится очень интересно. Краска стала глубоко матовой и появился приятный бархатистый эффект. Остается только подчеркнуть фактуру более светлыми тонами. Главное тут, чтобы на кисти было как можно меньше краски, поэтому ее можно набирать прямо с тряпочки. Первые прикосновения делаем не торопясь, с очень легким нажимом, чтобы проверить, немного ли мы набрали краски. Если все в порядке, то можно ускориться и сильнее давить на кисть. Как вы видите, в такой покраске ничего сложного нету, делается все очень быстро. Сразу наносить самый светлый цвет, почти белый, не стоит, иначе получится слишком резкий контраст, которого нет в натуральном камне. В природе цвета перемешиваются плавно, с мягкими переходами от темных оттенков к светлым. При покраске скалы мы должны руководствоваться именно этим принципом. Двигаемся кистью по поверхности, как будто смахиваем с нее пыль, и проявляется мельчайший рельеф, плюс подчеркиваются трещины, а общий тон скалы становится немного светлее. Набираю второй, более светлый цвет. Излишки краски сразу убираю в тряпочку. Этот оттенок мы будем наносить кистью точно так же, но добавлять его в меньшем количестве. Работаю кистью еще легче, чем на предыдущем этапе. Фактура камня как будто оживает и становится объемней. И это при том, что мы ее уже подчеркнули светлой краской. Этим цветом я прохожусь только по граням камня и мелким деталям. Можно чуть больше осветлить какие-то отдельные красивые участки. К примеру, мне нравится вот этот камушек, поэтому выделяю его побольше. Тут главное не переборщить и не сделать его очень светлым. Если где-то перестарались, участок стал слишком выделяться и его нужно притушить, то просто затемните его цветом основы и повторно нанесите светлые оттенки, но в меньшем количестве. При подборе цвета для окраски скалы советую склоняться в сторону нейтральных землистых оттенков. Если хотите цвет потемнее, то смотрите в сторону серых, коричневых или терракотовых вариантов. Можно сделать и в глубоком черном цвете. Если хочется что-то посветлее, то выбирайте песочные, бежевые или охристые тона. Закончила со вторым цветом, и у нас осталось еще 2. Их я буду наносить при помощи губки. Кистью набрала на нее один из цветов очень тонким слоем и делаю легкие отпечатки, чтобы краска создавала мелкие крапинки. Так как мы уже нанесли на камень 2 более темных оттенка, этот светлый цвет в общей картине не смотрится супер контрастно, а только дополняет ее. Имитируя цветовую структуру натурального камня, эти крапинки создают мелкую детализацию фактуры, и она становится более естественной. Время от времени меняйте светлые цвета на губке, нанося их на разные участки поверхности. Так она будет смотреться интересней. При нанесении, пока краска не высохла, она смотрится светлее и имеет блеск. В дальнейшем этот глянец исчезнет, а цвет станет темнее на тон. Во время работы это нужно обязательно учитывать. Эти 2 самых светлых оттенка я наношу только на плоские участки. Боковые грани я не окрашиваю, чтобы они были потемнее. Закончила с покраской, и можно снять малярный скотч. Дополнительно защищать поверхность скалы лаком не нужно, так как краска Fleur с 1 классом стойкости к мытью и выдерживает моющие средства. Сама скала смотрится очень массивно и основательно. Этот вариант отлично подойдет для декора акцентной стены в современном интерьере. Ей можно выделить зону под телевизор, камин и многое другое. Также она хорошо впишется в эко-стиль, где используют натуральные материалы и природные цвета. Дополнительное освещение, направленное на скалу, позволит еще сильнее выделить ее рельеф за счет светотеневого рисунка. Имитация солнечного света, скользящего по вершинам каменного массива, смотрится здорово.
Сама технология создания скалы не очень сложная, но все равно рекомендую вам перед работой на большом объеме сделать пару образцов. Это позволит отработать каждый этап нанесения, и в дальнейшем эти навыки сильно пригодятся в деле. С колеровкой краски то же самое. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!